Всем огромный привет! Рада вас видеть на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Загрузить вязовлог на канал, и поэтому снимаю прямо вот в 7 утра. Немножко на стол падают блики, но я надеюсь, это вам не помешает, и вам все-таки будет приятно смотреть мой вязовлог и слушать, о чем я говорю. Так, ну начну с приятного. Я получила еще один журнальчик, третий, в котором выпустили мой мастер-класс, бесплатные мастер-классы. Здесь по обложке можно понять, что серия арбузиков, арбузное лето. И в этом журнальчике опубликовали мастер-класс на китенка, китенок арбуз. Уже много кто вязал, кто участвовал в ярмарках. Вот такая сочная, яркая картинка арбузная. И вот здесь вот здесь фотография арбузика. Мастер-класс есть также и на моем канале, также и в журнале, если вдруг кто-то любит журналы. Описание простое, просто на черно-белом формате. Здесь вот наверху небольшой, поэтому я думаю, новичок также разберется. И разные схемки разных игрушек и также всяких разных кофточек, как вот, например, на девочке. Кстати, кофточка связана крючком, очень прикольно смотрится. Вот, у меня уже 3 в коллекции. Я жду еще один журнальчик, он будет в сентябре. Там будет малыши, мишки и лисята. Я уже у меня этот мастер-класс есть также бесплатно, он уже давно выпущен. Вот, понравился журналу, и они решили тоже его опубликовать. Как придет, обязательно покажу. В общем, пока в коллекции, начало моей коллекции, 3 журнальчика, которые идут подряд. 66, 67 и 68. Вот, все начало с лета. Так, дальше. Мне наконец-то позвонили с полочки. Я арендую полочку. Не прям в хорошем месте попалась. Она вторая снизу, но все-таки я решила забрать ее. На 2 месяца аренда получается 2000 рублей, потому что очень сложно вообще туда влиться, в эту полочку, в этот магазин. Я спросила у девочек, как часто вообще меняются полочки, потому что я хочу в дальнейшем поменять место, расположение, чтобы повыше хотя бы, а то совсем низко и как-то не очень комфортно, и не видно вообще моих игрушек. Она говорит, что как бы в основном ждут очень долго, и некоторые ждут аж с годом, то есть здесь очень проблематично. Ну, посмотрим, тем более, видите, начало сезона, так сказать, учебного, праздники туда-сюда, и мне кажется, что мало кто будет освобождать полочки, поэтому все-таки вот решила взять. Но за короткое время, за 2 недели, за 2 недели я продала 3 игрушки. Я туда игрушки отдала, которые у меня были в наличии. Они не прям такие ходовые. Может быть, какие-то я давно уже вязала на ярмарке и не распродала, какие-то свыше 1000. Немножечко мелочей так подвязала, и у меня купили один брелочек. Уточку я вязала по мастер-классу Екатерины Карамановой. Вставлю фотографию. По поводу расцветки не скажу, какой продала. Там у меня было в розовой шапочке и в зеленой. Ну, какой-то из них купили. Потом продала змейку, которую я вязала 80 сантиметров. И продала погремушку Мишку, которую я также нигде не продавала. Я его откладывала для того, чтобы написать мастер-класс, напечатать и сделать наборчик. Но видите, все никак не получается. Очень все сложно с свободным временем. И поэтому пришлось эту погремушку пока временно отдать. И она, в принципе, первой продалась же. Поэтому пока я не расстраиваюсь, что мало продаж, жду, пока хотя бы неделька освободится, и я смогла навязать маленьких дракончиков, перед Новым годом. В принципе, самые такие, я думаю, продажи начнутся где-то с середины октября, ноябрь,
когда уже будут ходить, все готовятся к праздникам, к игрушкам или еще что-нибудь. Ну, а в декабре прям 100% должно быть хотя бы штучек 20 дракончиков, чтобы они точно продались. Поэтому хочу сделать себе марафон. Там, ну, 100 вряд ли я свяжу, хотя бы 50 дракончиков к Новому году, чтобы они были в наличии разных размеров, не обязательно. Буду вязать без зубиков, маленьких, больших, в общем, разнокалиберных. Так, ладно, ну давайте я покажу вам, что связала. Давайте, наверное, тоже с фотографией начну. У меня с Авито было несколько заказов, и это все без зубики. Я вам ставлю фотографии. Два связано было больших без зубика, просили связать из полухлопка, размер их 19 сантиметров. И этих же без зубиков у меня сейчас идет на данный момент предзаказ. Я немножко не успеваю с мастер-классом, я надеюсь, поймутся понимающие люди и подождут. А если кто не хочет ждать, ну, которые уже успели приобрести предзаказ, я верну денежку. Вы мне только напишите ВКонтакте, и все, денежку я вам верну. Ну, а тем, кто все-таки дождется мастер-класс, их ожидает бонус. На маленького беззубика это брелок, и голова у него крутится на шплинтовом креплении. Также мастер-класс несложный. Я думаю, все смогут использовать шплинтовое крепление, даже пуговичное крепление, если кто-то не хочет покупать. Поэтому там все очень легко. Так что такой вот небольшой бонус в виде брелочка будет. Фотографии пока не покажу, потому что мне осталось довязать ушки. Я еще не, точнее, связала, но не пришила. Но в целом, я думаю, брелочек вам понравится. Я как раз таки вяжу еще брелочков в заказ, их же, а потом начну мастер-класс печатать. Поэтому, видите, вроде как заказ связала, но с заказчиком у нас произошла рокировка. Она добавила игрушки, некоторые убрала на потом. В общем, и вот это вот моменты, время, все теряется. Получается, когда я должна была вязать мастер-класс, я вяжу опять заказ. Так что, надеюсь, повторюсь, надеюсь на ваше понимание. Так, ну давайте я вам покажу вообще. Еще, господи, я все забываю. Два больших фотографии я вставила. Потом два маленьких без зубика. Также я вчера вот буквально дала заказ, был с Авито. Попросили сделать одни глазки оранжевые, а другие голубенькие, ну, чтобы различать, потому что подарок двум мальчикам. И белую фурию связала. Также фотографию вставлю. Все. Эти игрушки все уже разъехались по домикам. Уже все отправила. И наконец-то давайте я вам начну уже показывать заказ, который у меня сейчас вот на данный момент. У меня большая корзинка собралась. Вот так вот. Так, ну что, давайте начну опять же с этих беззубиков. У меня пока связан один. Я немножко одного я забрала из корзины. В заказ идут два таких вот беззубика. Вот, черненьких. Ну, обычные, классические, по бесплатному мастер-классу малыши. Их будет в заказе 2 штучки. Вот, довязываю второго, и все. Также мне заказали 2 аксолотлика, ну, стандартные аксолотлики по мастер-классу. Напишу на канале, не помню уже. В голове крутится, а вспомнить не смогу. Так, вот 2 аксолотлика классических, это мини-версия. Потом мне прислали фотографию одного мастера, но у девушки еще этот мастер-класс не вышел, а в заказ нужно связать 3 штучки. Поэтому пришлось связать по картинке. И вот такой вот у меня дракончик получился. Также напишу автора этого дракончика. Ну, может быть, мастер-класс выйдет в ближайшем, вам понравится, а вы приобретете. Вязала я по картинке. Описание мастер-класса я делиться, естественно, ни с кем не буду, так как это авторское право. Я вот просто связала и показываю вам свой отчет. Вот так вот, наверное, получше. Мне нужно связать таких 3 дракончика в разных расцветках. Зелененький. Связала розовенького, кремового. Все расцветки выбирал заказчик. И такого же дракончика я вяжу в черных.
черном оттенке и с оранжевыми яркими красными полосочками. Вот. Это вот так вот у меня уже. Вот. Так, далее у меня связано 4 капибарчика, брелочки по мастер-классу Антонины Дегтяревой. Я их уже вязала. Вот еще заказали 4 штучки. Оп, они все одинаковые, только я их вязала из разной пряжи, чтобы были оттенки разные. Так вот они выглядят. В целом симпатичные, миленькие. Так, дальше у меня связана собачка еще одна. В прошлом вязоблоге я вам показывала в розовых оттенках, а сейчас я связала темненькую и сумочка в лавандо-фиолетовом оттенке. Вот так она выглядит. Ушко помялось, лежала. Вязала пряжи Yarn Jeans, а грудку я делала из Mink. Это мастер-класс зарубежного мастера, есть перевод на русский, поэтому также оставлю ссылочку, кто хочет связать. Ну, в мастер-классе только собачка. Сумочку я вязала сама, поэтому могу вам только сказать, сколько я петель использовала на донышке. А там вы уже просто поднимаете и практически потом уже, когда свяжете без изменений полустолбики, в каждом ряду я делала убавки. Убавки делала только вот по краям. Вязала я 20 воздушных петель, 21, и классическое вязание овала и до прибавок 6 плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 прибавок. Вот. Так в целом, так вот получается симпатично очень. Так, это вот сюда же все в один заказ. Дальше вот такой вот огромный динозаврик. Мне надо было связать таких вот 2 штучки темного и светло-зеленого, и плюс еще с крылышками. Но пока мы остановились на одном, они просто очень не быстро вяжутся, я вам скажу. Поэтому заказчик сказал отправлять то, что есть, а остальные по возможности. Ну, как они свяжутся, так и отправим, потому что они очень фактурные. Рост игрушки 29-30 сантиметров. То есть нужно здесь очень внимательно, попетельно, потому что здесь вывязывается ножка, хвостик, и чтобы это все плавно переходило в тонкую шейку. А голова на шплинтовом креплении, голова крутится, глазки, глиттерные глазки номер 20, вот так вот вышивается, вяжется из Yarn Jeans, потом пришиваются такие пятнышки, также и на голове. Вот. Игрушка очень классная, мои дети заценили ее, теперь хотят тоже в коллекцию. Мастер-класс не дешевый, один мастер-класс стоит 400 рублей, а комбо есть из 5 таких динозавриков разных видов 1200. Поэтому я уже не стала париться, так сказать, купила большой комбо. Ну, игрушки на самом деле очень классные. Оставлю ссылочку, кто захочет. Вот мне надо еще другого связать. Но в дальнейшем я планирую тоже повязать таких вот динозавриков разных. Ну, на самом деле очень классно смотрится, когда они вместе, когда их много, они такие цветные, все яркие. Ну, можно поиграть, фантазия есть, поиграть с расцветками. Поэтому это связано из волонса, нет, вру, это связано из новой пряжи. Я вам ставлю также название. Я, к сожалению, не взяла с собой пряжи мотков, не могу вам показать. Вот. Из толстого плюша, а если из тонкого плюша вязать, то размер примерно будет 20 сантиметров и немножко экономичнее. Вот. Красавчик такой вот. Так, дальше. И связаны у меня 2 фурии, только из тонкого плюша. Также по бесплатному мастер-классу моему. Здесь белая фурия связана. Я вязала их, это вязала из волонса. Она получается у меня 19 примерно сантиметров. Глазки я использовала 18 миллиметров. Вот так она выглядит. А без зубика я вязала из лавита тонкого плюша, и он получился немного крупнее, чем из волонса. Вот так вот видно, да? Сантиметров 20 полный рост, но там с рожками сантиметров 21-22 получается. Вот. Мне она больше такая, более такая, видите, блестящая, чем волонс, но тоже очень классно смотрится. В общем, мне понравится, как это выглядит. В общем, это все уезжает в понедельник. Ладно. Это
Скоро уезжает заказ, нужно довязать и будет отправка. Еще хочу съездить к родителям, успеть пока до 1 сентября на выходных, и потом вернуться домой и начать опять работать. Так что это я уже все практически убираю. Все, что есть, я вам показала, рассказала. Новости свои рассказала. Игрушки вам показала, какие связала. Сейчас довяжу какие-то. Ну, в принципе, у меня сейчас еще один заказ. Нужно связать беззубика, только в зеленом оттенке. Я вяжу его из оттенка Газал Джинс зелененького. Ну, там только начало головы. Не стала показывать вам в этом вязоблоге всякие процессы. Решила показать вам полностью готовые результаты. Но также заказики есть, у меня вяжутся. Только успевать. Вот. Так что все ссылочки на соцсетей, но я кроме ВКонтакте не сижу. Я же вам не рассказала еще новость. Меня заблокировали в Инстаграме. Какая-то коза 3 раза дала жалобу на фотографию Чебурашки, и меня заблокировали. Ну, я не стала. Как бы я написала, но настаивать, чтобы меня разблокировать, пока не хочу. Не знаю. Может быть, в дальнейшем, но пока, знаете, даже освободилось такое время, личное время, потому что ты все время сидишь в этом телефоне, в этом Инстаграме, смотришь, а так сидишь, работаешь для себя и экономишь время. Так, ну ладно, вот с такой вот горой я пойду дальше. Всем приятного просмотра. Если вам понравился вязоблог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Есть вопросы, обязательно задавайте. Если здесь я не отвечаю, я могу не заметить. Может оповещение не всегда приходить вовремя, поэтому всегда можете написать мне ВКонтакте. Также ссылочка на мою группу будет внизу под видео. Все, всем пока!